И здравствуйте, зрители и подписчики! В этом видео я расскажу вам о том, как при помощи платы ESP32 нейросети считывать и отправлять показания вашего счетчика. Для этого проекта я разработал Android приложение, при помощи которого вы сможете узнавать текущие показания счетчика и отслеживать изменения показаний на графике. Если вы хотите поддержать выходом новых видео, просто поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Не буду тянуть время и приятного просмотра. Хочу вас сразу предупредить, что этот проект я сделал на основе этого GitHub репозитория. Из оригинального проекта я убрал весь код для MQTT и сделал так, чтобы показания счетчика отправлялись на облачную базу данных Firebase. Показания счетчика, хранящиеся в Firebase, можно просматривать со смартфона. Также я существенно доработал веб-сервер. А если быть конкретнее, я улучшил и перевел на русский все HTML-страницы. Позже я покажу вам его более подробно. Теперь к тому, как именно работает этот проект. Сначала плата ESP32 делает фотографию вашего счетчика. Затем при помощи заранее обученной нейросети плата ESP выравнивает изображение и определяет, какие цифры находятся в выделенных областях. Если на вашем счетчике есть аналоговые индикаторы, плата ESP распознает и их. Когда процесс распознавания показаний счетчика завершен, мы сохраняем полученное значение на Firebase. Имя узла, в котором хранится показание, соответствует времени и дате, когда это показание было получено. Как вы видите, все показания счетчика отображаются на графике. В моем приложении также есть экраны настроек. Здесь вы можете изменить, например, количество цифр вашего счетчика после запятой. Теперь я расскажу о том, как настроить работу платы ESP32. Но сначала нужно создать пользователя в моем приложении. Для этого нажимаем на «Создать пользователя», вводим почту пользователя, пароль, подтверждаем этот пароль и нажимаем на кнопку «Создать пользователя». После этого у вас откроется экран входа, на котором нужно ввести
почту и пароля только что созданного вами пользователя. Далее вам нужно скачать с проекта с моего GitHub репозитория. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Сам проект содержит 3 папки. Первая папка — это исходный код проекта, разработанного в фреймворке ESP-IDF. Так как оригинальный проект был написан в ESP-IDF, мне пришлось дорабатывать его тоже в ESP-IDF. Вторая папка содержит файлы с нейросетями TensorFlow и файлы для прошивки. Третья папка содержит файлы, которые нужно перенести на microSD-карту. Впоследствии эта microSD-карта будет использоваться платой ESP32CAM. Прежде чем переносить файлы из папки microSD Content, откройте файл vlan.ini и укажите название и пароль вашей Wi-Fi сети. Теперь нашу microSD карту нужно отформатировать. В появившемся окне следует выбрать файловую систему FAT32. После форматирования копируем содержимое этой папки на microSD карту. И вставляем ее в разъем на плате ESP32CAM. Саму плату нужно подключить через USB UART преобразователь по этой схеме. После этого переходим в папку Firmware, нажимаем комбинацию Shift плюс правая кнопка мыши и кликаем на «Открыть окно команд». Для загрузки прошивки следует установить Python утилиту ESP-Tool. Если у вас уже установлен Python версии 3.9, введите следующую команду. После установки утилиты подключите плату ESP к компьютеру и вставьте эту команду. Она нужна для того, чтобы полностью очистить флеш-память на вашей плате. А для непосредственной загрузки прошивки вставьте уже эту команду. Теперь вам нужно настроить фокус на вашей камере. Для этого уберите клей, который ее фиксирует. Затем закрепите плату ESP32CAM на расстоянии около 10 см напротив вашего счетчика. Так как для меня этот проект скорее просто учебный,
Для того, чтобы продемонстрировать его работу, я закрепил плату ESP на проволоке. Если вы будете повторять этот проект, вам лучше придумать более надежную конструкцию. После подключения к питанию, через некоторое время у вас запустится веб-сервер. Чтобы узнать его адрес, как вариант, можно открыть компорт в Arduino IDE и среди всех сообщений поискать IP-адрес. При переходе на веб-сервер вы должны увидеть окно первоначальной настройки. Первый этап – это создание и выравнивание эталонного изображения. Оно нам пригодится на следующих этапах. Для того, чтобы настроить фокус, немного покрутите камеру и нажмите на «Сделать фотографию». Делайте так до тех пор, пока изображение не станет нормальным. Следом выровняйте его так, чтобы все цифры счетчика находились на одной линии. Когда вы закончите, не забудьте нажать на кнопку «Обновить эталонное изображение». Следующий этап – это определение элементов выравнивания. Сначала выделите область, которая находится в левом верхнем углу от счетчика. Вы можете выделить какую-то наклейку или надпись, которая есть на вашем счетчике. Затем выберите второй элемент и выделите область в нижнем правом углу. Не забывайте после каждого этапа нажимать на кнопку «Сохранить все» в config.ini. Далее идет этап определения отдельных цифр на счетчике. Нажав на эту кнопку, вы можете добавить новую область, в которой находится цифра. После идет этап определения аналоговых счетчиков. Если у вас, как и у меня, нет аналоговых счетчиков, просто снимите эту галочку. Последний этап – это настройка глобальных параметров. Самыми важными параметрами здесь являются почта и пароль вашего пользователя. Чуть ниже можно указать интервал, с которым плата ESP будет отправлять показания счетчика. Если вы живете не в Украине, вам следует изменить часовой пояс. Вместо -2 введите ваш часовой пояс, умноженный на -1. Когда вы закончите настраивать параметры работы, нажмите на «Обновить файл config.ini», перейдите к следующему этапу
и нажмите на эту кнопку. После перезагрузки ваша плата выйдет из режима первоначальной настройки и запустится в нормальном режиме. На главной странице вы сможете отслеживать процесс распознавания показаний счетчика. При помощи меню «Настройки» можно открыть страницу изменения параметров работы. Здесь можно изменить глобальные настройки, эталонное изображение, элементы выравнивания или же области интереса для цифрового или аналоговых счетчиков. Перейдя в раздел «Распознавание», вы можете еще раз запустить распознавание показаний счетчика. Через раздел файлового сервера можно просматривать файлы на microSD-карте. Через меню «Система» вы можете открыть страницу для обновления прошивки и загрузки файлов при помощи ОТА. Также можно открыть страницу для просмотра логов, перезагрузки платы или страницу с версиями. Перед тем, как пойти дальше, я бы вас хотел предупредить о том, что после отправки показаний на Firebase веб-сервер иногда не запускается. Поэтому, если вы знаете, в чем проблема, поделитесь этим в комментариях под видео. Теперь я хотел бы рассказать вам о том, что вообще представляет из себя Firebase. Firebase – это платформа для мобильных приложений, которая предоставляет систему авторизации пользователей, несколько видов облачных баз данных, хранилище файлов, хостинга для веб-приложений, облачные функции и много чего еще. Из этого всего я использовал систему авторизации и базу данных Real-Time Database. Об этой базе данных и Firebase в целом я рассказал подробнее в предыдущем видео. Теперь давайте подведем итоги. Как я говорила в начале видео, этот проект я сделал на основе другого, уже готового проекта. Несмотря на то, что я очень хорошо разобрался в работе оригинального проекта, в работе моего проекта, все равно могут возникать баги. А на этом мое видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.